Хотіли б у вас запитати стосовно тієї операції, яку, власне, ви розпочали від учора. Для початку хотів би, щоб ви представились, ваше прізвище, ім'я і посаду у Легіоні. Алексей Барановский, доброволец Легіону Свободи Росії, позивной Лютик. Ну, точніше, Любисток, але якщо російською, то Лютик. Добре, тоді розкажіть про цю операцію, яку розпочали вчора, власне, з якими підрозділами співпрацюєте в цій операції і чому розпочали її саме зараз. Значит, специальная освободительная операция идет со вчерашнего дня. Проходит она на территории Курской и Белгородской области. Участвуют три российских добровольческих подразделения. Это Легион Свободы России, Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон. Кстати говоря, для последних, но не по значимости, а по перечислению. В общем, для сибирского батальона это первая акция на территории России. До этого они принимали участие лишь в оборонительных операциях на территории Украины. Ну и, собственно, приурочен наш вот этот большой рейд. Это самый крупный рейд российских добровольцев на территорию России с начала Большой войны. Приурочено это все к так называемым выборам, которые проходят в Российской Федерации. Никакими выборами в реальности это не является. Это очередной шаг по узурпации власти Владимиром Путиным. Ну, а вот мы, как ответственные граждане России, решили таким образом сказать выразить свое волеизъявление по поводу этих выборов и сказать, что мы думаем о Владимире Путине. Мы думаем о том, что он должен уйти, он должен быть осужден международным трибуналом, а власть в России должна смениться и произойти перезагрузка всей политической системы. Добре, то яка ситуація на полі бою зараз? Яких успіхів вам вдалося досягти за цей час від учора? Ну, основные усилия Легиона Свободы России сосредоточены в Курской области. Действительно, вот населенный пункт Теткино стал основным таким театром военных действий. Бои продолжаются, по большому счету, они то, знаете, то затихают, то снова возобновляются боестолкновения. Мы закрепились на определенных позициях, нанесли значительный ущерб как для одного дня вооруженным силам РФ. Было уничтожено, значит, две единицы бронированной техники, БТР, боевая машина десанта, еще несколько единиц бронетехники российской, значит, пошкоджено, нанесен им ущерб, значит, как минимум 9 трехсотых раненых в составе ВСРФ, убитых на данный момент мы не верифицировали такую информацию. Также уничтожено несколько минометов и гаубиц, которые, соответственно, были на позициях ВСРФ, как минимум два, значит, вот минометных расчета и два артиллерийских. Ну, еще несколько единиц артиллерии тоже нанесен ущерб, но не полностью. Кроме того, был уничтожен за вчерашний день пункт управления российских вооруженных сил. Вот если видео вы смотрели на телеграм-канале Легиона, там есть такое высотное здание, элеватор, это вот на его крыше стоит целая такая гирлянда различных антенн. Вот туда наши FPV-дрончики очень четко попали несколько раз, и связь была нарушена, а после этого уже минометные расчеты Легиона смогли уничтожить командный пункт, который рядышком с этими, собственно, антеннами находился. Ну, в общем, для первого дня так неплохо, и инициатива по-прежнему на стороне Легиона. Будем смотреть, как ситуация будет развиваться далее. З приводу Тьоткіна, чи вдалося все ж таки утримати там позиції, просунутись далі, чи повністю цей населений пункт під вашим контролем? Яка там зараз ситуація? Ну, скажем так, действительно, Теткина как минимум не находится под контролем путинской власти. Ну и мы там не устанавливаем, что называется, свою власть. С точки зрения оперативного такого ситуации, да, он, можно сказать, под нашим контролем, и мы готовимся к продвижению вперед.
Но это именно такая военная терминология, то, о чем мы говорим, понимаете, когда в таком политическом смысле под контролем, это, знаете, вот когда мы взяли мэрию, пункт полиции, повесили там флаги свободной России, вот тогда это уже будет полностью под нашим контролем. Ну, это, кстати, один из вариантов, один из сценариев того, как мы будем по кусочкам освобождать Россию от путинского режима шаг за шагом. Но пока что мы говорим лишь о военной ситуации. В этом отношении, да, Теткина мы там закрепились и думаем о том, в какую сторону продвигаться дальше. Тут есть определенные варианты в наших действиях. Ну, я думаю, в ближайшие часы и сегодня, и завтра мы увидим развитие ситуации. Добре, чи спілкувалися ви вже з місцевими там, чи доводилося з ними спілкуватись, чи питали вони у вас щось, чи ви їм якось свої дії пояснювали? Була така взаємодія вже? Единственное, на самом деле, взаимодействие, которое с местными на данный момент есть, это наш крик в их сторону «прячьтесь». Ну, собственно, они и без наших советов, как правило, именно так себя ведут. Ну, это абсолютно правильная форма действий. И когда вы слышите шум боя, стрельбу, минометы и так далее, прячьтесь в подвалы, прячьтесь в погребы. Это абсолютно нормальная реакция мирных населений. Тем более, что мы уже за вчерашний день столкнулись с тем, что путинская армия ведет себя абсолютно точно так же, как и на территории Украины. То есть они совершенно не считаются с угрозой для мирного населения, с возможностью повредить, уничтожить гражданские постройки. То есть вот если они видят, ну точнее предполагают, что на какой-то улице находится там подразделение легиона, они начинают туда со всех орудий стрелять, минометы и так далее. А нас там уже давно нет, страдает, значит, мирное население, разрушаются дома. Так они себя вели в Украине, так же они себя ведут и на территории, значит, Российской Федерации. Как бы, ну, сначала украинские мирные граждане столкнулись с путинской армией, теперь с ней столкнулась и, собственно, и жители России. Ну, Владимир Путин начал эту войну, можно только его за это поблагодарить в кавычках. Добре, а щодо Білгородської області, яка там зараз ситуація? Чи вдавалося кудись просунутись? Які там зараз події Ну, відбуваються? там примерно такая же ситуация. Другое дело, что поскольку вот я нахожусь непосредственно вблизи вот этой операции в Теткино, ночью вот мы там возили БК для наших передовых групп, то я более хорошо владею ситуацией именно в Курске. Что касается Белгорода, то там все-таки лучше коллег спрашивать, но примерно ситуация та же. То есть активно работают прежде всего беспилотные подразделения, наносят ущерб, но тактическая ситуация, это лучше их спрашивать, как у них там сейчас развивается. Чи були вже полонені або затрофейна техніка якась? Як взагалі вас зустріли вчора по той бік російські війська? Ну, прежде всего, конечно, первая реакция была отступление, потому что это для них было очень неожиданно, и мы эффект неожиданности использовали сполна. Несколько единиц техники, повторюсь, было уничтожено, несколько повреждено, трофеев на данный момент нет. Все же не настолько плотный как бы еще контакт идет, ну, это только, ну, мы ж только итоги первого дня фактически подводим. Я думаю, сегодня будет продолжение банкета. Добре. По тому, що я чув, участь беруть у цій операції тільки росіяни. Українців там немає, як я розумію. Все правильно, да, это неравнодушные граждане России решили поучаствовать в выборах. Ну, вот как можем, так и участвуем. Добре. І ще хотів запитати, які ваші прогнози на цю операцію надалі? Чи вдасться вам все ж таки повпливати на ці вибори? Ну, в той или иной степени нам это уже удалось, мы будем развивать успех. Понимаете, ведь наша задача, ну, их на самом деле много, мы и отвлекаем на себя внимание российских резервов. То есть, они вынуждены держать значительное количество войск и в Белгородской области, теперь в Курску они перебрасывают.
вместо того, чтобы бросать их куда-то на оккупированные территории Украины. В этом наша задача отвлечения на себя внимания. Но наша задача и послать определенные месседжи, как минимум двум аудиториям. Первая аудитория – это российская оппозиция, те антивоенные, антипутинские активисты, кто еще остался внутри России. Не секрет, что после убийства Алексея Навального оппозиция очень сильно деморализована. И вот мы хотим сказать этим людям, что вы не одни. Есть люди, есть добровольцы, которые взяли в руки оружие и готовы бороться с путинским режимом не на словах, а на деле. Мы уже рядом, ну, вот от Курска, там не так уж далеко до той же даже Москвы, если так приложить линеечку по карте. Поэтому не все так плохо, боритесь, выходите на связь с легионом. Нам нужна информация о перемещениях путинской армии по территории России, о временных военных базах, о перемещениях, эшелонах. Становитесь нашими такими глазами и ушами на территории РФ. Это ваш вклад в победу. Но вторая аудитория – это западное сообщество. Вот, мы разговариваем и с ведущими мировыми СМИ, и с американскими изданиями, с европейскими. И наш месседж прост. Уважаемая Европа, уважаемая Америка, вы не должны признавать эти выборы. Вы не должны признавать Владимира Путина как легитимного президента России. Это военный преступник, и обращаться с ним нужно соответствующим образом. Мы, вот, граждане России, кто выступает против Путина, за свободу, за демократию, мы уже готовы и боремся за свою свободу, за независимость Украины, за свободу России. И мы хотим, чтобы западные страны обратили внимание и на нас тоже, и выказали нам свою поддержку. Только решительными методами можно покончить с Владимиром Путиным, иначе война будет продолжаться еще очень долго. Добре, в принципі, мені цього достатньо. Дякую вам. Спасибо вам. Да. Спасибо вам. Бажаю вам удачі, щоб якомога швидше ви досягли своїх цілей. Все. Працюємо, дякую. Да, на зв'язку. До побачення. Мене звати Ярослав Устіч, я маркетолог Угвара Медіа. Щоб і надалі створювати та розповідати історії, нам потрібні гроші на бензин для поїздок на деокуповані території, на зарплатні фактчекерам, на зарплатні журналістам та авторам. Запрошую тебе долучитись до нашої спільноти, творимо інформаційний простір разом.